Привет, друзья! С вами снова Анна, и вы смотрите канал Authentic Russian. В этом видео речь пойдет о сборке мебели и о мелком ремонте в моей квартире. С недавних пор мне стало понятно, что мне просто необходим второй стол. Я просто не могу без него. Поэтому я заказала недорогой стол в Икее. Да-да, именно в Икее. Икея очень популярна в России, но, к сожалению, не во всех городах есть магазины Икея. Ближайший к нам магазин Икея находится в 500 километрах. Поэтому мне пришлось дополнительно оплатить доставку в размере 15%. Сам стол обошелся мне в 2000 рублей, плюс 15%, итого получилось 2300 рублей. В переводе на доллары это примерно 35 долларов. Итак, что мы имеем? Мы имеем столешницу. Толщина столешницы составляет 35 миллиметров. Также мы имеем ножки. Вот эта вот ножка в собранном состоянии. Вот эта вот ножка в упакованном состоянии. И вот так она выглядит в собранном состоянии. Это вот сама ножка. И к ней идет вот такая вот опора, которая крепится к столешнице. Итак, приступим к сборке. Теперь нам нужно прикрутить опоры. Так как столешница упакована в пленку, я сделаю небольшие надрезы, чтобы освободить отверстие. В комплекте к ножке идет набор шурупов. Длина шурупа составляет 27 миллиметров, что идеально подходит для нашей столешницы. Итак, прикрутим наши опоры к столешнице при помощи шурупов. Для этого нам понадобится отвертка. Отвертка. Все то же самое проделываем с остальными опорами. И все-таки, друзья, я поняла, что без шуруповерта здесь не обойтись, поэтому мне пришлось ходить за ним. Теперь у нас есть шуруповерт. Шуруповерт. Отверткой я только зафиксировала винты, и теперь осталось при помощи шуруповерта довести дело до конца.
Итак, теперь нам нужно прикрутить ножки. Ну, это, мне кажется, самое простое. Итак, друзья, настал волнительный момент. Теперь мне нужно перевернуть мой стол, то есть поставить его на ноги. Та-та! Теперь у меня есть новый стол. Осталось снять с него пленку. Осталось снять с него защитную пленку. Но это я сделаю позже. А теперь перейдем к мелкому ремонту. Итак, что же мне нужно отремонтировать? А вот что. В моей квартире установлен пластиковый стеклопакет. И здесь есть вот такая вот дверь, которая открывается при помощи ручки. Однажды случилось так, что эту дверь заклинило. Я посильнее дернула ручку, и она просто отвалилась. Дверь я закрывать могу, но все-таки это не порядок, поэтому его нужно устранить. Для этого в магазине, где продаются пластиковые окна, я купила такую же ручку, но сразу обратила внимание, что внутренний элемент, один из внутренних элементов в новой ручке, он сделан из пластика, а в первой ручке он был из металла, а в родной ручке он был из металла. Поэтому попробуем ее заменить и посмотрим, что получится. Для этого нам нужно снять первоначальное крепление, которое здесь было, которое треснуло, и заменить его на новое, от новой ручки. Итак, при помощи той же отвертки попробуем открутить крепление. Так, ну, винты откручиваются довольно легко. Хорошие винты. Берем новую ручку, поворачиваем маскировочную планку, прикладываем ее на наше место, вставляем новую ручку. И при помощи шурупов, которые идут в комплекте, в принципе, это тоже точно такие же шурупы, даже можно будет попробовать этими же. Попробуем использовать старые. Прикручиваем.
Так, вот здесь уже сложнее. Попробуем повернуть. В принципе, повернулась. Дверь сразу приоткрылась. Пошел холод. На улице как минимум минус 15 градусов. Поэтому очень важно содержать пластиковые окна в полном порядке. Затягиваем. Так. Умеренно затягиваем. Закрываем маскирующую планку. И пробуем нашу ручку. Один раз мы ее уже повернули. Попробуем открыть дверь. Но ее немножко заедает. Здесь нужно еще смазать элементы. Так, здесь тоже подтянем, постоянно раскручивается. И попробуем закрыть. Закрылась. Снова откроем. Попробуем второе положение двери. Все работает. В принципе, это было несложно. Друзья, если вам понравилось видео, ставим палец вверх. Если не понравилось, вниз. Комментарии разрешаются. Подписка на мой канал приветствуется. И увидимся в следующий раз. Пока-пока.